Всем привет, друзья! В Royal Quest наконец-то подвезли Мистерию Гардигана. Полный гайд по ней можешь посмотреть по ссылке в описании. А для тех, кто не был на сегодняшнем стриме, буквально в 2 словах расскажу, что нового добавили в этом году. Изменений, правда, немного, но все же они есть. Во-первых, добавили 2 новых костюма. Женский костюм Коломбины и мужской костюм Арлекина. Продаются в прем-магазине за 399 реалов. Костюмы не самые, наверное, лучшие, но уж точно не самые стрёмные. В общем, на любителя. Лично я с гораздо большим удовольствием потратил бы деньги на внешку для оружия. Надеюсь, когда-нибудь она появится. Кроме костюмов, в игру добавили новые аксессуары для лица. Маска королевы для женских персонажей и маска Джокера для мужских. Каждый по 4 вида в разных цветах. Носить их можно с любого уровня, и у них, к сожалению, нет слота для карты, но зато есть интересные статы. Это защита, привязанная к уровню персонажа, 3 попадания и, внимание, 1% шанс выбить пружинку при убийстве мобов. Это, казалось бы, мелочь может быть очень полезна маленьким персонажам, потому что пружинка падает с мобов любого уровня. То есть в карте стрикоскопа, например, есть ограничение. Мобы должны быть не ниже 40 уровня, а тут этого ограничения нет. То есть если ты только начинаешь играть, имеет смысл бегать с такой маской, ведь одна пружинка стоит до 3к голды. Лишним это точно не будет. Кроме того, ее можно надевать и при фарме того же кукольника в тандеме с картой стрикоскопа. В общем, вещь далеко не имбовая, но не бесполезная. Прям советую. Еще стоит отметить само качество маски. Она очень детализирована, смотрится прям годно и даже создается такой не совсем равный контраст с основными костюмами. В общем, выглядит прикольно. Это, к сожалению, все нововведения в события в этом году. Обязательно заходи сам посмотреть, тем более подвезли рейты X3. Промокод со вкусняшками будет в описании, кстати. Продлится все это 2 недели до 21 сентября. На этом все. Удачи в игре. Пока.